Таня Кач выросла в Элизабет, штат Пенсильвания. Она жила с отцом и мачехой. В 1996 году ей было 14 лет, и она училась в средней школе Корнелла. 37-летний охранник школы по имени Томас Хоус подружился с Таней. Томас часто забирал ее с уроков, чтобы поговорить с ним. Однажды он поймал ее на том, что она прогуливает уроки, и заставил поцеловать его. По мере развития их отношений Томас убеждал Таню сбежать из дома и переехать к нему жить. 10 февраля 1996 года Таня собрала свои вещи и ушла из дома. Ее родители думали, что она сбежала. Такое уже было неоднократно, и сообщила о своем исчезновении только через неделю. Из-за ее истории с побегами полиция в конечном итоге откажется от поисков всего через несколько дней, подумав, что девушка сбежала добровольно. 10 лет спустя, в 2006 году, 24-летняя женщина по имени Ники Аллен вошла в продуктовый магазин и сказала продавцу, что ее зовут Таня Кач, и она находится в плену у Томаса, и была в плену с тех пор, как она была подростком. Полиция арестовала Томаса. После побега и возвращения домой Таня написала книгу о своих переживаниях под названием «Мемуары о картонном малыше. История Тани Николь Кач». В книге она написала о своем тяжелом испытании. Вначале, когда Томас жил с родителями, Таню держали в его спальне на 2-м этаже. Томас пошел на многое, чтобы спрятать Таню. Ей не разрешалось выходить из спальни, и ей приходилось ходить в туалет в ведро. Большую часть времени она ела только бутерброды с арахисовым маслом и желе, банан и банку газировки. Примерно через неделю по ночам Томас отводил ее в подвал с холодным бетонным полом, чтобы взять с собой в душ. Она сказала в интервью: «Сначала я была в порядке, я думала, что влюблена, и чувствовала, что мои жертвы были результатом моей любви к нему». Вскоре это испытание начало сказываться. В 2000 году Томас создал новую личность для Тани – Никки Аллен, и представил ее своим родителям как свою подругу, которая переезжает к нему. После этого Тане разрешалось время от времени выходить из дома со строгим комендантским часом. Через 10 лет после того, как она жила с Томасом, Таня сбежала. В 2007 году Томас признал себя виновным по 3 пунктам обвинения: в недобровольном удержании, насильственных половых актах, непристойное нападение при отягчающих обстоятельствах, предусмотренное законом сексуальное насилие, вмешательство в опеку над ребенком, развращение несовершеннолетнего и угроза жизни ребенка. Томас признал себя виновным и был приговорен к тюремному заключению сроком от 5 до 15 лет. Стивен Кубацки учился в Хоуп-колледже, небольшом частном христианском университете на юго-восточном берегу озера Мичиган. В феврале 1978 года Стивен отважился на несколько часов одиночного катания на беговых лыжах. В дальнейшем он не вернется домой. Днем позже, когда он уже это сделал, он был объявлен пропавшим без вести. Поисковики нашли его лыжи и лыжные палки на берегу озера Мичиган и следы на льду, ведущие к озеру. Но никто не уходил. Когда спасатели пролетели над этим районом, стало известно, что следы, похоже, заканчиваются у кромки замерзшей воды. Не было никаких признаков того, что лед где-то сломался, и никаких намеков на то, что случилось со Стивеном. Позже в этот же день его рюкзак был найден в том же районе, что и его лыжи. Других улик не было, и казалось, что он растворился в воздухе. Вскоре после этого поиски были прекращены. Затем, 15 месяцев спустя, 5 мая 1979 года, Стивен подошел к дому своего отца и позвонил в дверь. Стивен был удивлен, узнав, что его объявили пропавшим без вести 15 месяцев назад. Он сказал отцу, что очень плохо помнит, где был. Стивен сказал, что он внезапно проснулся в Питтсфилде, в 700 милях от того места, где он пропал без вести, лежа на льду в одежде, которая ему не принадлежала. У него также была маленькая сумка. Рядом с ним лежала упаковка с картами, но ни одна из них не принадлежала ему. Он сказал, что чувствовал себя так, будто недавно бегал. Его отец жил в Питтсфилде, в 40 милях от того места, где он проснулся. Кроме этого, он не помнил, где был и что с ним случилось за последние 15 месяцев. После своего возвращения он отказался говорить с журналистами,
так как у него не было никаких воспоминаний о том, что вообще было. Он отказался разговаривать с психотерапевтом, так как сказал, что в этом нет необходимости, так как у него нет никаких психологических проблем. В 1983 году Стивен получил степень магистра лингвистики, а спустя годы доктора философии по клинической психологии. Многие говорили, что своим исчезновением он помог многим найти себя, написав книгу и разбираясь в психологии. В 1900-х годах доктор Уильям Грацио Бейтс был уважаемым офтальмологом в Нью-Йорке. В августе 1902 года Уильям написал записку, чтобы его жена рассказала, что он был призван из города, чтобы выполнить некоторые основные операции, и еще он написал: «Приятно получить столько денег для всех нас». Он также добавил к своей записке, что он был в спешке и напишет подробности позже. Записка была странной, поскольку Уильям уже был богатым человеком, и его волнение по поводу денег казалось странным. Но Уильям не вернулся домой и не написал, как было сказано в записке. Когда он не вернулся, жена начала его искать. Уильям был выдающимся человеком. Его брат и жена обратятся за помощью в масонское общество, чтобы попытаться найти его. Они распространили его фотографии по всему миру. Скоро его жена получит информацию, что Уильям работал фельдшером в больнице в Лондоне после того, как впервые был принят в качестве пациента. Как ни странно, несмотря на то, что у Уильяма был счет в банке с большим количеством денег, с которыми он мог бы жить в роскоши в Лондоне, он, как сообщалось, не доедал. Более того, когда его жена приехала в Лондон, Уильям не узнал ее, однако принял ее предложение остаться с ней в отеле, чтобы отдохнуть и помочь ему восстановить память. В отеле он, кажется, вспомнил, как его вызывали из Нью-Йорка, чтобы он сел на корабль и сделал операцию кому-то с абсцессом мозга. Услышав это, его жена решила остаться в Лондоне, чтобы помочь ему восстановить память. Но через 2 дня Уильям вышел из отеля и снова исчез. Жена больше никогда его не увидит. В следующие несколько лет она без усталости искала его в Европе и Америке, пока не умерла в 1907 году. В 1910 году доктор Келли, хороший друг Уильяма, проезжала через Гранд-Форкс, штат Северная Каролина, Дакота. Там она столкнется с Уильямом, работающим в офтальмологической клинике, которую сам же и организовал вскоре после своего второго исчезновения. Однако он все еще не помнил своего прошлого. Келли убедил его вернуться в Нью-Йорк и практиковать вместе в качестве партнеров. Уильям был женат 3 раза. 2 овдовев, он женился на Эмили Льерман, своей давней личной помощнице. Уильям так и не вспомнил ни своего прошлого, ни того, что случилось с ним после первого исчезновения. Наташа Райан была 14-летней девочкой, живущей со своими родителями в Рокхэмптоне, штат Квинсфилд. 31 августа 1998 года мать отвезла Наташу в школу. Когда она вернулась, чтобы забрать ее там уже не было. И она была объявлена в полицию пропавшей без вести. Для нее были проведены исчерпывающие и обширные поиски. За месяц до ее исчезновения Наташа сбежала из дома с помощью своего 21-летнего бойфренда Скотта Блэка. Однако через 2 дня ее нашли. Скотт был оштрафован на $1000 в ноябре 1999 года, где он признал себя виновным в умышленном препятствии полиции. Его спросили, знает ли он что-нибудь о втором исчезновении, на что он ответил, что не знает, где находится Наташа. Через 8 месяцев после исчезновения Наташи пропала еще одна девушка по имени Кейра Стейнхарт во время прогулки от дома до школы. После нескольких зацепок полиция арестовала Леонарда Джона Фрейзера. Во время исчезновения Наташи пропало несколько женщин. Полиция внезапно начала рассматривать возможность того, что Леонард был серийным убийцей и, возможно, убил также и Наташу. Надежды найти ее поубавились, и вскоре ее официально объявили мертвой, полагая, что она стала жертвой Леонарда. В 1999 году Леонард признался в 5 убийствах, включая убийства Кейры и Наташи. Считалось, что это признание было сделано в рамках сделки с полицией, чтобы избежать общего населения в тюрьме, учитывая туманное мнение заключенных о насильниках и убийцах детей. Затем, 10 апреля 2003 года, когда в Верховном суде шел процесс по делу Леонарда, полиция провела обыск в его доме. Там они нашли Наташу Райан живой.
прячущийся в шкафу. Выяснилось, что Наташа инсценировала свое исчезновение и жила со своим бойфрендом Скоттом с момента исчезновения 31 августа. В течение первого года своего пребывания в подполье Наташа не имела никаких контактов с внешним миром. Она редко покидала дом своего парня и оставалась внутри с выключенным светом и задернутыми шторами. Всякий раз, когда приходили люди, она пряталась в шкафу. За эти 4 года они несколько раз переезжали под покровом ночи из одного дома в другой. Она жила в Рокхэмптоне в течение 6 месяцев до того, как ее нашли в 2003 году. 2 дня спустя Наташа присутствовала на собственном процессе по делу об убийстве и сказала суду, что никогда не встречалась с ним. Леонард так и не узнал свидетеля, который заявил, что видел ее с ним перед тем, как она пропала. Присяжные признали Леонарда виновным в 3 убийствах, и 13 июня 2003 года он был приговорен к 3 пожизненным тюремным срокам. Он умер в тюрьме 1 января 2007 года. В более поздних интервью Наташа говорила, что к тому времени, когда она захотела воссоединиться с матерью, было уже слишком поздно. Ложь стала слишком большой, поэтому она спряталась. В 2005 году Скотт признал себя виновным во лжи следователям о том, что он не знал о ее местонахождении. Окружной суд приговорил Скотта к 3 годам тюрьмы за лжесвидетельство. Через год Наташа была признана виновной в возбуждении ложного полицейского расследования и оштрафована на $10 000. Джон Дарвин. 21 марта 2002 года Джон Дарвин, учитель и бывший тюремный надзиратель, отправился в плавание на каноэ по Северному морю. Последний раз его видели гребущим на каноэ в Ситон-Керрию. Когда он не вернулся домой, его жена Энн Дарвин сообщила о его исчезновении. Начались массовые поиски с участием полиции и береговой охраны, которые охватили весь путь от Ситон-Керрию до Стейтса. На следующий день его двойное весло было найдено в море, однако никаких следов Джона обнаружить не удалось. Позже поиски были прекращены, и Джона сочли погибшим. Несколько месяцев спустя его разбитое каноэ должно было появиться в Северном Гаре, неподалеку от места, известного в округе как Голубая лагуна. В апреле 2003 года Дарвин был официально объявлен мертвым. В его свидетельстве о смерти говорилось, что после выхода в море он, вероятно, столкнулся с трудностями, в результате которых и умер. С помощью свидетельства о смерти скорбящая вдова Анна смогла заявить права на наследство своего мужа. Полис страхования жизни на сумму 25 000 фунтов стерлингов, пенсия учителя на сумму 25 000 фунтов стерлингов, пенсия тюремного служащего на сумму 58 000 фунтов стерлингов, а также выплата в размере 4 000 фунтов стерлингов из Министерства труда и пенсии и еще 137 000 фунтов стерлингов из ипотечного страхового полиса. Общая сумма составила 249 000 фунтов стерлингов. Дарвин считался мертвым до 2007 года. В 2007 году в лондонский полицейский участок пришел мужчина, представившийся Джоном Дарвином. Он сказал следователям, что ничего не помнит о последних нескольких годах. Он мог назвать свое имя, дату рождения и личные данные, но не помнил, где он был. Энн в одном из интервью сказала, что она вне себя от радости, что муж жив. Однако полиция расследовала его исчезновение, получив наводку, что Джон мог быть жив и жить в Панаме. Вскоре история Дарвина была разоблачена как ложь, когда в интернете появились фотографии, на которые он позировал со своей женой в 2006 году, доказывая, что он все это время был жив. Выяснилось, что Джон инсценировал свою смерть, чтобы избежать значительных долгов от своего бизнеса по продаже недвижимости и акций. Невероятно, но Энн помогла ему справиться с этим. Он вместе с женой планировал свою смерть, чтобы потребовать деньги по страховке, чтобы расплатиться с долгами. По словам Джона, после того, как он инсценировал свое исчезновение, он переехал в Озерный край и регулярно звонил Энн, чтобы узнать, свободен ли берег для его возвращения домой. Через несколько недель он вернулся к себе домой и поселился в соседском доме, который принадлежал семье Дарвинов. Днем он жил в соседней квартире, а ночью пробирался в дом через потайную дверь, спрятанную за шкафом. Эта пара солгала семье, работникам церкви, даже их собственным сыновьям, которые не знали, что он жив. Тем временем его жена притворялась перед друзьями, соседями и их 2 сыновьями, что ее муж умер.
С течением времени Джон становился все более уверенным в себе и отважился выходить, надевая шапку и регулярно хромая, чтобы скрыть свою личность. Однажды один из жильцов узнал его и спросил: «Разве ты не должен быть мертв?» Джон умолял его никому не говорить, и ему сошло это с рук. В 2006 году Дарвин придумал новый план переезда в Панаму, чтобы жить более открыто. Он попросил свидетельства о рождении на имя мертвого мальчика, который родился примерно в то же время, что и он. Воспользовавшись свидетельством о рождении, он подал заявление на получение паспорта на имя умершего ребенка Джона Джонса. Его жена сказала сыновьям, что ей нужно начать новую жизнь, и она переедет в Панаму. Супруги вылетели в Панаму 14 июля 2006 года, где их сфотографировал панамский агент по недвижимости. И полученная фотография была размещена в интернете. Они все спланировали заранее, чтобы купить там дом. Однако после изменения панамского визового законодательства Джон сказал жене, что их личности должны быть подтверждены британскими властями. И на этот раз его псевдоним не пройдет. Затем Дарвин решил вернуться домой и притвориться, что страдает амнезией. Однако к тому времени полиция уже расследовала его исчезновение после того, как коллега Анны подслушала телефонный разговор между супругами. Энн была осуждена по 6 пунктам мошенничества и 9 пунктам отмывания денег и была заключена в тюрьму на протяжении 6,5 лет. Она отсидела 3,5 года. Дарвин признал себя виновным в мошенничестве, а также в фальшивом получении паспорта и был заключен в тюрьму на 6 лет и 3 месяца. Он был освобожден в 2011 году после отбытия половины срока наказания.